Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Думаю, что многим интересно, как из ненужных лоскутков, обрезков и остатков кроя шить что-то очень нужное и полезное. Знаете, мне особенно повезло. В швейной мастерской мне отдали остатки кроя после пошива школьной формы. Буквально 50 оттенков серого. Потихоньку их перебрала. Где могла, накроила квадраты разных размеров, а где-то получились только полоски шириной 7 сантиметров. Набралось еще немного и цветных тканей. Это остатки от других проектов. Сами видите, что с такими тканями профессиональные лоскутницы и работать не будут. А мы не гордые. Шьем для себя, для своей радости. А цветные тканюшки, хоть и маленькие, но такие красивые. Цветные детали выкраиваем шириной 7 сантиметров, а длиной 15 сантиметров. Их надо 8 штук. Дальше надо будет шить по основе. Один блок сошьем на бумаге на кальке. Но хорошо работать и на тонком клеевом флизелине. Размер квадратов основы 23 на 23 сантиметра. Таких квадратов надо 4. Нарисуем диагональ. После этого начинаем готовить центральные детали. К самым длинным полоскам ткани под углом 90 градусов мы будем пришивать цветные части. Обратите внимание, нам надо сделать по 4 детали, но в зеркальном отображении. Детали скалываем между собой, рисуем диагональ, и надо будет проложить строчку. Прошиваем сразу несколько деталей, одну за другой, гирляндой. Следим за направлением швов. В начале и в конце каждой детали обязательно делаем закрепки. После того, как мы все детали прошили, отрезаем нитки и отрезаем лишнюю ткань в уголочках. Все тщательно проутюживаем. На нашу основу укладываем 2 детали лицом к лицу. Совмещаем предполагаемую линию шва и диагональ. Следим за тем, чтобы совпадали начала цветных участков. Все закалываем булавками. После того, как прошили, разворачиваем заготовки и проутюживаем. Делаем предварительную раскладку. Потом оцениваем фронт дальнейших работ. Нам надо темной тканью закрыть оставшиеся углы. Если у вас есть большие куски ткани, прекрасно. Можно сразу же закрыть эти треугольники. Но у меня есть только полоски. Работаем с тем, что есть. После того, как мы заполнили всю основу, подрезаем и выравниваем детали. Выкладываем узор. Готовим детали к сшиванию. Порядок работы я постоянно показываю в своих видео. Смотрите, у нас получилась прекрасная восьмиугольная звезда. Перед дальнейшей работой эту бумагу надо удалить. Для этого тихонько тянем заготовку в разные стороны. Бумага лопается, потом ее убираем. Можно еще ее смочить и немного подождать. Вы же помните, что ткани у нас подвижные. Надо укрепить, простегать заготовку. Знаете, мне захотелось поставить утеплитель Julitex. Это наша российская разработка, аналог тинсулейту. Я уже как-то шила с ним, более толстый ставила в одеяло. А сейчас возьмем Julitex Thermo, самый тонкий. У него одна сторона немного пушистая, а другая более плотная. Хочу обойтись без ткани для обратной стороны. Думаю, что Julitex выдержит дальнейшую нагрузку. Перед стежкой
Все скалываем английскими булавками для квилтинга. Они изогнутой формы. Стежку будем делать самую простую, в шов, прямыми линиями. Начинаем от центра. Сначала обрисуем контур звезды, а затем пройдемся и внутри деталей. Пусть будут подчеркнуты лучики. Для работы по темной части можно поменять цвет ниток. Но если хотите, то нитки могут быть цветными. Сделать радужное сияние около этой звезды. Господи, ну кого я учу? По ту сторону экрана прекрасные рукодельницы с богатой творческой фантазией. Конечно, лучше все-таки линии стежки предварительно нарисовать, чтобы все было геометрически четко. Но, как показывает практика, никто к швам и строчкам не присматривается, просто любуется и все. Знаете, девочки, о чем думаю? Сейчас с развитием интернета начался взлет интереса к рукоделию. Если вспомнить историю человечества, то в XVI-XVII веке все изучали алхимию, искали философский камень, который любой металл превращает в золото. После этого химия шагнула далеко вперед. В XVIII-XIX веке возникла мода на естествознание, и все знатные люди кинулись изучать ботанику и биологию. Помните, в романе Артура Конан Дойла «Собака Баскервилей» главный злодей постоянно гулял по болотам с очком в руках, и никого это не смущало. Так вот, благодаря такому массовому увлечению были открыты и подробно описаны практически все биологические виды. 20 век – развитие техники. 21 век должен быть взлетом искусства, науки и просвещения. Все-таки будем надеяться, что сила созидания победит страсть к разрушению. Девочки, в такой же технике
я шила и еще один вариант – синюю звезду, но ее делала на плотном клеевом флизелине. Ее тоже можно прошить, простегать. Розовая звезда получилась очень интересной, объемной. Джули Текс дал интересный рельеф. Почему взяла именно его? Он держит форму даже после утюга, а синтепон теряет объем и спекается. Знаете, решила не подрезать края, все равно они будут внутри. Соединим обе детали вместе и прошьем их по периметру, оставляя отверстия для выворачивания. Когда все готово, углы тщательно подворачиваем, заправляем внутрь и уже потом выворачиваем нашу заготовку. В качестве наполнителя подушки возьмем остатки ватина, синтепона, холстопрошивного полотна, холофайбера. Не пропадать же добру. Тщательно их перемешаем и плотно набьем нашу подушку. Оставшиеся отверстия аккуратно зашьем иголкой с ниткой. Смотрите, какая прелестная декоративная диванная подушка у нас получилась. Из-за того, что у нас серые ткани были самых разных оттенков, все это смотрится как переливающиеся отблески грани кристалла. Если вы думаете, что так можно шить только звезды, то посмотрите и вот на этот вариант. Всего-то поменяли цвет ткани, и перед нами яркий цветок. Девочки, дорогие мои, я дала вам идею. Шейте, творите. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!